Привет! Чего геймеры боятся больше всего? Это повышение цен, особенно на видеокарты. Как вы знаете, сейчас ситуация не самая лучшая для покупки RTX. Как неплохой вариант, это БУ рынок. Хотя, снова же, найти видеокарту, которая не майнила, практически невозможно. На мое мнение, лучший вариант это покупка ноутбука. Но сегодня не об этом. Поговорим о хорошем представителе старой школы. Внимание! GTX 1080 Ti. Хотя по названию ролика это и так было понятно. Бренд MSI, 11 ГБ видеопамяти, GDDR5X, PCI Express 3.0, ядер 3584, 352 бит по шине, по питанию 8+8 пин, кушает 250 Вт, требуется блочок от 600 Вт, вес приличный. Поддержка DirectX 12, частота ядра 1860 МГц, охлад пушечный. Стоимость этого зверька на данный момент варьируется в районе 70 тысяч рублей, то есть $1000. Покупать ее сейчас я считаю опасно. Тут пойдет речь больше о том, что если у вас есть данная карточка, есть ли смысл сильно переплачивать и переходить на RTX 3060 Ti. Почему Ti версия, а не просто 3060? Потому что 1080 Ti будет мощнее 3060, но не мощнее 3060 Ti. Это я имею в виду, если эти карточки будут при равных условиях, без DLSS и так далее. Понятное дело, что если включить DLSS, они 1080 Ti обгонят без особых проблем. К чему я это говорю? Потому что спустя столько лет 1080 Ti до сих пор соревнуется с третьим поколением. За второе поколение я вообще молчу. Даже не задумывался о том, чтобы перейти на него. Я же эту карточку купил с рук в марте 2020 года за 30 рублей. По итогу проходит 2 года и я фиксирую прибыль чуть больше, чем в 2 раза. У меня просто до сих пор это в голове не укладывается, что такое может происходить на самом деле. Это то же самое, что купить семерку и через 10 лет продать ее дороже. Ладно, сравнение, конечно, никудышное, но если что, вы этого не слышали. Приехал ко мне человечек, мы сделали все тесты, все замеры, посидели на дорожку, я перекрестился и отправил в добрый путь. Что у нас, собственно, по карточке, почему я ее продал? Ну, во-первых, было страшно, что в один прекрасный день она превратится в легендарную пыль. А я, как вы знаете, забирать прибыль у Моргена не хочу. Во-вторых, в последнее время во всех новых игрушках она перегревается так, как перегревается ваша рука об трение. Термопасту я менял раз в 2-3 месяца. Чтоб вы понимали суть происходящего, за год 1080 Ti нагнула мой блок питания от фирмы Corsair на 750 Вт. Сертификат был у него Gold. Сейчас его сертификат это мусорка. Из-за того, что ужасная оптимизация всех новых игр за последние 2 года, бедняжке очень тяжело, трудится из последних сил. Особенно в разрешении 2К. Базару 0. В среднем она выдает во многих играх в районе 80 FPS. Full HD я молчу, там летает все выше сотни. Так что я имею в виду? То, что этот старичок в 2022 ощущает себя более чем прекрасно. Особенно если у вас хороший запас по охлаждению. Я же такой Васечек не менял термопрокладки 2 года. А вот прошлый владелец тем более, я даже не спрашивал. Почему не менял? Да потому что они у нас как золото, я не знаю где их даже откопать. Продаются только для жестких дисков. А в нашем хуево-кукуево с этим, конечно, проблемы. Давайте все вышесказанные слова подытожим и перейдем к тестам. Покупать эту карточку с рук только у хорошего знакомого, который точно не майнил. Хотя может даже у ваших друзей где-то в подвале хранится по ферме. Если эта карточка у вас уже есть на руках, с температурой все в порядке, я думаю не стоит спешить ее продавать. Скоро выйдет новое поколение видеокарт и посмотрим как это повлияет на рынок. Я же бескрайне благодарен GTX 1080 Ti. Это моя первая топовая карточка, которая подарила незабываемые эмоции. Это ультраграфика, высокий FPS. Благодаря ей у меня появились новые возможности снимать крутой контент. Одним словом, вместе с ней мы поднялись. Я очень надеюсь, что карточку продал не майнеру. Как мне сказал покупатель, будет играть в игрушки. Так-то я считаю, что если 1080 Ti и покупают, то только для майнинга. А там хз. Окей, погнали к тестам.